Всем привет! Решил записать несколько видео, как научиться паять, как выбрать паяльник, что такое флюсы, припои и все, что необходимо для пайки. Изложу в нескольких видео, будет в отдельном плейлисте на моем канале. Вот я приготовил, в принципе, те паяльники, которые у меня есть сейчас в доступности. Что я могу сказать? Во-первых, паяльники отличаются по мощности. Все зависит от того, что вы хотите паять. Когда я начинал учиться, у меня был простой советский паяльник мощностью 40 Вт. Здесь представлены вот эти два паяльника, вот этот 50 Вт. Они отличаются по жалу и по размеру, если это видно на видео. Вот этот 80 ваттный, вот этот 50 ваттный. Вот этот вот, он вообще китайский, по-моему, китайского производства, был с терморегулятором. Он долго не прожил. 60 Вт на нем написано. Сделано в Китае. Я его переделал на 12 вольт. Вот я тут написал, что 12 вольт. Он сейчас работает от 12 вольт. Я просто отсюда его разобрал весь, вытащил всю сердцевину и намотал простой спиралью, изначально подключив к блоку питания 12 вольт, посмотрел, как греется спираль, и потом, соответственно, намотал количество витков, чтобы до красна спираль не нагревалась, не перегревалась. Но все равно мне это не получилось, все равно он перегревается. И здесь вот у меня по питанию я поставил все-таки так ограничивающий резистор на 1 Ом 7 Вт. Вот на таких клеммочках подключается. Удобно паять в машине. Подключил к клеммам. Ну, где-то что-то, если подпаять. Довольно-таки неплохой паяльник. Ну, примерно, да, где-то 60 Вт он, наверное, выдает. 40 Вт это паяльники, не знаю, я уже давно такими не паял, 40-ваттными. Они, если вот этот на 50 Вт, оно вот такое жало. Вот оно, кстати, грязное, оно таким быть не должно. Ну, мы им не работаем, может быть, тут какой-то пластмасс паяли. Оно, вот видно, что имеет такую неровную структуру, то есть оно уже местами где-то прогорело, это медь. Ну, медные жала, они имеют свойство вот так вот обгорать. Допустим, если взять вот этот же даже паяльник, у него уже жало такое, которое железное, по-моему, с каким-то там напылением. Оно не обгорает, только если повредить его чем-то, оно потом может прогореть. Тут даже видно, что вот оно, припой, он как вот такой вот полоска идет. Дальше он сюда вот не лудится. То здесь вот какое-то покрытие. Вот это вот жало уже побольше идет, тоже оно идет медное. И тоже имеет такое свойство обгорать. 100-ваттные, на 100-ваттные паяльнички я обычно покупал жало, вернее не жало, наконечники медные. Видео сейчас вот приложу картинку, покажу, как это выглядит. Я их просто обжимал сюда на жало, и медные вот эти наконечники продают в магазинах, они так не обгорают. Почему? Это, видимо, зависит от состава. Само, видимо, что-то смешивают с медью или не знаю. Может быть, вот эти жала с чем-то смешанные, что они быстро обгорать начинают. Медные наконечники так не обгорают. И есть вот такая штука.
Оловоотсос. Прикольная вещь, но я ей пользовался несколько раз всего лишь. Не знаю, как-то я привык как-то пользоваться без него. Ну, это им хорошо, если вдруг вам надо где-то убрать припой, на платах отпаивать какие-нибудь там, не знаю, мощные, может быть, транзисторы, те же микросхемы. Просто надо зажать. Тут уже даже она не держит. Обычно вот эта вот штука держит вот так вот, да. И прикладываете соплом вот этим к тому месту, где хотите, скажем так, убрать припой. Прислонили, нажали, он в себя это забрал. Потом это все выплевывается. Не знаю, мне особо такие штуки, ну, может быть, кому-то удобно, мне не особо, не знаю. Ну и самое лучшее, это, наверное, паяльник от паяльной станции. Ну, если вы прям вообще хотите заняться, может быть, ремонтом или пайкой. Вот оно, такой вот паяльничек. Паяльные станции разные. Ну, свою я показывать, наверное, не буду. Они есть в магазинах, есть, можно с Алиэкспресс заказать. Здесь вот оно тоже у меня такое немножко грязноватое, но это не обгоревшее. Сейчас я его почищу. Я обычно чищу. Просто вот у меня есть перчатка, я ее перчатку вот так вот все это скидываю, всю эту грязь. Вот оно. И в чем удобство таких вот паяльничков от паяльной станции? В том, что вот эти жала можно менять. Фокусироваться не хочет. Их можно менять, если открутить. Ну, откручивается вот эта вот по резьбе трубка, она вытаскивается и жало само снимается. Точно так же нагревательный элемент тоже меняется. Раскручивается уже вот эта часть, вытаскивается там к платке, которая припаивается сам нагревательный элемент. На 4 контакта от нагревательного элемента идет. То есть 2 контакта на нагрев и 2 контакта контроль температуры. Удобство в том, что можно контролировать температуру паяльника. Ну и в выборе жал можно вот такой вот, как вот у меня. Есть всякие тонкие, толстые, ну, различные виды. Я вот уже привык к паяльной станции работать. Не хочет фокусироваться. Совсем не хочет фокусироваться. Вот, я привык уже паяльной станцией работать и как-то работать вот такими паяльниками. Ну, работаю только постольку, поскольку если что-то там, допустим, такие вот 80-ваттные беру в редких случаях, когда надо запаять что-то такое крупное, там какие-нибудь трубки медные или что-либо такое, не знаю, там болты ему бывает железные лудить надо. Использую такие вот паяльники. Ну, либо где-то в недоступном месте, чтобы не тащить паяльную станцию с собой, там надо какую-нибудь одну напайку сделать, допустим, в автомобиле. Взял этот паяльник, включил, там подпаял или залудил или еще что-либо там, если какая-то мелкая работа, то таким паяльником я пользуюсь. Но скажу честно, паяльная станция лучше. Она идет с паяльником, плюс к ней идет фен. Ну, есть паяльные станции, которые не имеют фена, просто только паяльник. Соответственно, они подешевле. С феном, конечно же, будет поудобнее.
Ну вот, приблизительно вот таким должно быть жало. Здесь оно уже просто сильно обгорело вовнутрь, там кратер такой здоровый. Глубже точить можно только если зачистить, почистить. Но потом это просто будет сквозная дырка, оно прогорит насквозь. Либо доточить его уже вот так вот, прям вот по краю. Потом оно лудится. Как его залудить, привести в нормальное состояние? Я вот его сейчас обточил на точиле, убрал всю грязь, включил в сеть, жду пока нагреется, но не дожидаюсь пока оно потемнеет. Сейчас немножко вот уже оно нагрелось. У меня вот такой флюс, про флюсы я потом буду рассказывать, это в отдельном видео, какие флюсы бывают. Я использую вот такой вот флюс на Алиэкспрессе, на том же я заказал, Amtech. Мне нравится. Уже от канифолии как-то я уже давно отказался или отвык я уже, мне вот он нравится. Вот уже жало начало немного темнеть. И вот я себе сделал такое приспособление. Здесь закручен саморез. Удобно провода лудить обычно. Ну, паяльники чистить вот так. Вот он. Одна сторона. И вот другая сторона. Вот. Приблизительно должно быть вот так. Всегда должно быть чистым. Это и удобнее для вас. Ну, бывает, что я и сам мне лень чистить, паяю грязным жалом. Но стараюсь в конце все-таки работы его почистить, убрать грязь. Также к отдельным видам паяльников, даже не паяльников, а можно отнести, наверное, такую вот горелку. Но это когда прям что-то такое большое начинаете пропаивать, у вас не хватает мощности паяльника, бывает даже 100-ваттный паяльник не может нагреть ту площадку, которую вам необходимо припаять. И вот с помощью горелки я иногда прогреваю. Чтобы была лучше пайка, всегда нужно прогревать контактную поверхность, то, что вы спаиваете. Если у вас поверхность будет не прогретая хорошо, у вас пайка не выйдет. Вроде бы покажется, что вроде бы припаялась, но если поверхность была не нагрета, оно просто отваливается, эта пайка, и все потом. На той же площадке AliExpress продают газовые паяльники. Я себе хотел заказать, но что-то как-то не решился. Ну, он нужен только в тех местах, там, допустим, если где-то на крыше, может быть, вам приходится, как у меня бывают такие моменты, когда там, на крышу я залазил, антенну, допустим, подпаять, припаять. Но только в таких вот местах, где там переноску тянуть, там далеко неохота, можно использовать такой паяльник. Не знаю, насколько его долго хватит, такого паяльника газового. Не пробовал, не заказывал. Если вдруг кто-то закажет или у кого-то, может быть, есть такой, напишите в комментариях, и мне интересно, насколько он долгоиграющий и эффективный.